У нас в России есть такая традиция присесть на дорожку. Мы присаживаемся, осматриваем все вокруг, ничего ли мы не забыли, взяли ли все, что нужно и так далее. Минуточку посидели, успокоились и поехали. К сожалению, цель нашей поездки не очень приятная. Мы с Дином едем в Москву, где ему будут делать операцию по расщеплению камня в мочевом пузыре. К сожалению, в Ростове нам предложили только широкую полостную операцию, очень инвазивную, но в его возрасте это очень опасно, и поэтому мы поедем в Москву и будем пользоваться современными технологиями. Погнали! Привет! Привет! Мы вот поездили по делам, и дальше я с Дином еду в аэропорт на кошеринговой машине, а Ира поедет домой. Если бы можно было, конечно, я бы с удовольствием поехал на машине до Москвы, взял бы с собой Иру, потому что одному, конечно, с собакой будет тяжело, тем более на самолете. Но я думаю, мы с Диночкой справимся. Зай, мы справимся? Зай. Конечно, сказал. Ну все, любимая, пока. Пожелай нам удачи. Удачи! Возвращайтесь здоровыми! Здоровыми! Понял? Языком мне там оставь. Все. Давайте, пока. Пока. Нет, Зай. Дин, Зай, ты со мной остаешься. Зай, Сиди, стой. жди. Сиди. Сиди. Пока. Километров еще осталось. Что-то я по времени, видимо, не очень рассчитал. Ой-ой, а что это здесь такое? Офигеть. Фура опрокинулась. Вообще офигеть просто, да? Жесть какая. Уснул, что ли? Вообще я не очень хорошо, видимо, рассчитал время и опаздываю немного. Не то, что опаздываю, но мне еще надо с Дином сходить на ветконтроль. И прям времени впритык. Надо было раньше выезжать. Все, мы добрались до аэропорта. Поездка от дома до аэропорта это 58 километров. Поездка эта обошлась мне в 506 рублей. Я сейчас переведу все в доллары, посмотрите. Вообще, мне кажется, что гораздо удобнее ездить в аэропорт на кошеринге, даже чем на своем личном автомобиле, потому что не нужно заморачиваться с парковкой, просто приехал, бросил машину и полетел куда надо. Потом прилетел, вернулся обратно, взял другой кошеринг и поехал домой. Классно, мне очень нравится. Я сейчас ненадолго отключусь на время ветконтроля, а потом выйдем с Дином погулять и пообщаемся еще. Пошли. Все, мы прошли все досмотры, теперь ждем уже посадки на наш рейс. Дин ведет себя очень хорошо, сидит себе спокойно у меня на коленочках. Что, в Москву летим? Дин? Зай? Кстати, посмотрите, это наша новая камера, на которой мы будем снимать этот влог. Я впервые улетаю из нашего аэропорта нового. Очень даже все прилично. Скажите же, что синий мой цвет. Вот он, наш самолет. Сейчас уже откроют посадку. Дин, летим в Москву? Первый и последний раз лечу куда-то с Дином в одиночку. Вообще неудобно. Ты там как? Нормально? Выставка какая-то.
Эх, мне бы такую машину, я бы видео какое крутое снял с Дином. Фух. Ну а теперь в Москву на Аэроэкспрессе. 23 минуты до ближайшего поезда. Все, приехали. Пошли отдыхать. Скажи, вот это поездочка. А это вот кто сделал? Кто это сделал-то? Папа, наверное, да? Что, в ветеринарке завтра все хорошо будет? Ну не свин ли ты, а? Так, ну вот такой вот у нас номер. 20 квадратных метров. Ничего особенного. Скрипит все. Ходуном ходит. Вот это зеркало, конечно, убийственное. Просто зачем оно здесь надо? Душевая, туалет, телевизор, холодильник. Ну и как всегда, этот номер обошелся нам в $50. Все знают, что это моя стандартная стоимость, за которую я беру отели. И скажу вам, что, конечно, в Европе или в регионах России отель был бы гораздо лучше, чем в Москве. Может быть, с третьего раза нам повезет. Помните, как в прошлый раз мы ездили в Москву и в каком номере мы остановились? Посмотрите по подсказке, это ужас. Ну и кое-что в этом номере надо поменять, потому что кровать слишком высокая. Сейчас я вам покажу лайфхак, которым я очень часто пользуюсь. Пошли покажем. Теперь можно отдыхать. Ну, как видите, больше нет никаких проблем с тем, чтобы забраться на кровать Дину. Потому что кровать стала вот такой. Ну все, мы спать. До завтра. Пора вставать, да? Ну все, встаем. Мы проснулись почти вовремя. Сейчас позавтракаем, погуляем и пойдем уже на процедуру. Очень переживаю. Один, кстати, вообще не переживает. Сколько, конечно, в Москве кошеринга. Смотрите, вот Кашкай, это Юдрайв, Делимобиль. Вон стоит Яндекс.Драйв. Кажется, в Москве реально можно свой автомобиль не иметь, потому что по карте просто какое-то безумие от количества автомобилей. То есть это в доступности, в трехминутной доступности от меня сразу 3 машины стояло. Я только в одну сторону, еще столько же в другую. Офигеть. Простой мне иногда надо идти по 15-20 минут, чтобы взять свою машину. Те, кто давно нас смотрит, знают, что я не бреюсь в день, когда мы едем, когда находимся в пути, поэтому приступим. Сейчас читал комментарии, очень многие спрашивают, как Дин себя чувствует. И Дин чувствует себя прекрасно, то есть он не болеет, он чувствует себя хорошо, то есть он никак не показывает то, что у него там какие-то проблемы или что. Это очень странно, потому что, судя по описанию, когда у тебя такие камни, это должно быть, ну, причинять какой-то дискомфорт. Но, по крайней мере, он этого не показывает. Ну, он старый солдат и, видимо, терпит, или не знаю, как это происходит. В общем, я не заметил никаких изменений в ее поведении ни в чем. Ну все, мы вышли уже в ветеринарную клинику. У нас еще где-то 1:20 до приема, но нужно туда пораньше прийти, чтобы заключить договор и все вот эти бумажные дела оформить. Бегом, 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 скажи. Лечиться, лечиться, лечиться. Кстати, а вы знали, что Москва самый большой город в Европе? Самый большой. Здесь живет официально больше 12,5 миллионов жителей. А неофициально еще больше. Просто нереальный какой-то. Даже по сравнению с Москвой, даже мой Ростов крошечная деревня, да? Хотя там живет тоже почти 1,5 миллиона. Если сказать, это что, ветеринарка, что ли? В общем, нельзя Дину сделать такую операцию с помощью ультразвука. Собака слишком маленькая, камень слишком большой. Операция гораздо более щадящая, чем то, что нам предлагали в Ростове. Все это будет через маленький надрезик делаться, сантиметровый. Перед тем, когда начнется операция, мне должна прийти СМС. Это будет где-то в районе часа дня. Сейчас 11:45. И потом врач отзвонится мне, когда операция закончится, как все прошло. И потом сказал, еще вечером наберет,
часов 9 вечера, как там Дин. И забрать я его смогу только завтра днем, ну, даже уже вечером, считайте, часов в 5 вечера. И послезавтра уже смогу лететь домой. Да, послезавтра смогу лететь домой, противопоказаний никаких нет, потому что Дин летит в салоне. Там единственное, чтобы он не разлезал шов. Переживаю очень, блин. Поеду сейчас, наверное, в Sony Center для новой камеры, куплю фирменную ручку, потому что, ну, неудобно с тем, что у меня есть кнопки, нет включения записи. Просто вот эта ручка, которая у меня сейчас, это вообще несерьезно. То есть камера дрожит и плохо получается. Кстати, эту камеру ZV-1 начали продавать буквально пару дней назад. Я предзаказ оформил, поэтому она мне уже пришла. И очень удобно вовремя, прямо перед поездкой в Москву. Кстати, камера очень неплохо пишет звук. Сейчас здесь жуткий шум от эскалатора. Посмотрим, как получится в итоге. Обожаю вот эти длинные вагоны, как они параллаксируют. Вообще, конечно, транспорт, вот все вот это метро, наземные поезда, кошеринг, автобусы. В Москве так все классно устроено. Нам в регионах о таком только мечтать. А вот это деловой центр Москва-Сити. Смотрите, как он странно выглядит, да, на фоне вот этих вот сталинских построек. Слали сообщения, все, у Дина началась операция, поэтому держим кулачки, все было хорошо. Я уже вроде меня подотпустила, сейчас опять нервничать, блин, начал. Только что врач позвонил, все хорошо прошло в штатном режиме. Дин просыпается, был один камень большой, его извлекли, он сказал, через очень маленький порез, что все хорошо. Даже не верится, что все так быстро прошло, буквально операцию, наверное, за полчаса сделали. Я вообще очень рад. Жалко, что нельзя пойти повидать его. Врач сказал, что это очень... Мне нужно нервировать, то, что я приду, он меня увидит, опять буду ходить, опять он будет нервничать, что это только хуже сделает. Он мне вечером еще позвонит, скажет, как состояние его. Но вообще все хорошо. Так что завтра Дина заберем вечером уже. И послезавтра полетим. Я сейчас буду билеты покупать. Вот нашел еще одну проблему в ношении масок. Заказал себе кофе, сказал с малиновым сиропом, а мне сделали с мятным. Дебилизм. Ни хрена не слышно. Я сам людей не понимаю в масках, что они несут. Отмечаем удачную операцию. Ваше здоровье. Вот такую вот я ручку купил для камеры. Такая она достаточно массивная, беспроводная. Ну, привыкну, наверное. Но удобно, здесь есть кнопка «Начать съемку». Ну вот, видите, тут получается кнопка «Фотку сделать», зумирование, ближе, дальше. И вот включить-выключить запись. Ну и напоследок сравните качество с GoPro и с новой ZV-1. Ну, конечно, на GoPro все пошире, да, получается, но я думаю, что качество на ZV гораздо лучше. Сейчас иду и понял, что я весь день, кроме этого кофе, ничего не ел. Поэтому мы идем жрать. По сравнению с Ростовом, конечно, в Москве так чисто вообще. Не, ну вот отсюда, конечно, хорошо смотрится Москва-Сити. Вот так, когда оно оторвано от контекста, то есть сам по себе, так смотрится гораздо лучше, конечно. Достаточно прикольно, такой свежий взгляд на Москву. Стоит посмотреть. Я не знаю, как снять, чтобы все попало и было красиво, поэтому просто приезжайте сюда и посмотрите. Путь был не напрасен. Мой любимый Fridays. Ростов закрыли, к сожалению. Испугался сначала, что нет моего любимого Джек Дэниелс бургера, но на самом деле его просто переименовали. Он теперь Теннесси бургер. Сейчас попробуем, не изменился ли от этого вкус. Приятного аппетита. Да, он все так же хорош. Вот вам лайфхак, чтобы удобнее было есть бургеры, его нужно перевернуть и сдавить. Все, теперь есть будет гораздо удобнее.
Кстати, забыл сказать, что вот этот вот небоскреб, вот этот, Башня Федерации, до 2017 года был самым высоким зданием Европы. Хотя с этого ракурса он таким не кажется, конечно. Но сегодня самое высокое здание в Европе – это Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Вот любим мы все-таки ПВЕ. Ну все, я приехал уже на свою станцию, иду в гостиницу и попробую сейчас запустить трансляцию. Я просто физически не могу ответить всем, кто мне пишет про состояние Дина, про все, потому что просто тысячи сообщений получаю. Это очень приятно, огромное вам спасибо. Я все читаю, но ответить всем просто не представляется уже возможным. Доброе утро. Мне только что позвонили с клиники, сказали, что у Дина все хорошо, у него сняли катетер. И сейчас ему сделают УЗИ и отдадут уже мне, надеюсь, пораньше. Чем раньше, тем лучше. Уже так соскучился по нему. Сейчас иду в зоомагазин, там хочу купить Дину новую игрушку и на шею этот донат, чтобы он не разлизывал себе рану. Ночью был хороший дождик, видимо, посмотрите, сразу листва опала. Как будто бы осень, да, сразу наступила. Вообще я хотел сегодня поехать еще в центр, показать вам несколько своих любимых мест, но уже с клиники позвонили, и я не хочу далеко отъезжать отсюда, чтобы как можно скорее Дина забрать. Ну ничего страшного, мы в Москве не последний раз, и в следующий раз покажу вам все свои любимые места. Здесь в зоомагазине такая куча классной одежды, но надо с Дином прийти и померить, потому что я тут размер не подберу сейчас так. Обязательно надо сегодня или завтра прийти сюда. Миски офигенные какие. Блин, ну не повезу же я их домой, а. Обычно Дин сам себе игрушки выбирает, но в этот раз придется мне что-то искать. Офигенный магазин, завтра с Дином сюда придем и, наверное, скупим тут всю одежду. Ладно, тут дождь начинается, надо, если что, камеру поменяю. Все, мне только что позвонили с клиники, я только сел работать, все разложил, мне позвонили, Дина можно забирать, поэтому я все бросил и несусь туда. Сказали, что все хорошо. Сейчас посмотрим, какие там рекомендации и тому подобное. Дали мне протокол операции, а сейчас еще результаты УЗИ принесут и потом Дина отдадут. Да, я тоже скучал, да, все, больше тебя не брошу. Мой зайчик. Да люблю тебя, люблю. Ну все, мой хороший. Все. Ой, скажи, давай домой, скажи, все, надо бежать домой. Текаем домой, скажи, срочно. Что творится? Что, Зай, не понравилось тебе ветеринарки, да? Нет, скажи, в Ростов хочу. Скажи, что за погода такая еще? Ой, скажи, вот и дома. Скажи. Бедный зайчик изголодался, да? Зай, а что это такое? Ого, новая игруля, скажи. Ура, новая игруля. Зай, ты в курсе, что ты после операции, Дин? В курсе, нет? Может, не надо так делать? Ой, психи. Ой, будь здоров. Честно говоря, даже не ожидал, что Дин будет себя так хорошо чувствовать. И в связи с этим решил немножечко, конечно, нарушить рекомендации врача и полететь домой сегодня в 23 часа. То есть времени у нас еще достаточно, чтобы собрать вещи, заехать в зоомагазин, посмотреть, примерить какие-то вещи, которые я сегодня выбрал, и уехать в аэропорт. Я думаю, что мы поедем на кошеринге. На кошеринге, наверное, поедем, так будет удобнее. И сегодня, точнее уже завтра, ночью будем дома. Дома нам будет проще о Дине заботиться, Ира мне поможет. Ну и, честно говоря, я уже очень сильно устал. Ну и сама гостиница тоже, так себе. И хочется уже в какие-то более комфортные условия. В общем, опять откорректировал планы, не поедем в зоомагазин. Несколько причин. Во-первых, смотрите, как сладко спит Дин. Мне его так жалко будить. Пускай поспит еще подольше. Ну, во-вторых, посмотрите, какой там идет дождь. Я не считаю, что я настолько хороший водитель, чтобы по дождю по Москве сейчас ехать. Поэтому еще пару часов Дин поспит, и потом вызову такси, на такси поедем в аэропорт. Я же рассказывал вам, что у Дина есть суперсила. Он ложится рядышком с тобой, и ты засыпаешь. Вот так вот сейчас и произошло. Че, Зай? Домой полетели?
Вот посмотрите, это наш новый боевой шрамик. А еще, сказали, мне пузико побрили. Я волосы на пузике так отращивал. А они взяли и побрили мне, да? В Москве совсем распогодилось, но вместе с этим начались вечерние пробки. Что-то про пробки я совсем не подумал, поэтому, наверное, сейчас поедем по старой схеме на метро и Аэроэкспрессе. Не хочется вот толкаться, нервничать. Присядем на дорожку, да, Зай? Ничего не забыли? Вроде нет. Все, поехали. Пробки жесткие, причем именно в нашем направлении на выезд из города. Поэтому поедем на метро и Аэроэкспрессе. Почему метро везде пахнет одинаково? А это аэропорт Домодедово. Я уже забыл, как он выглядит, если честно, потому что каждый раз из Аэроэкспресса заходишь и даже внешне его не видишь. Огромный, конечно, нереально. Все, мы прошли все досмотры. Устал, конечно, ну нормально все. Осталось часика-полтора подождать и летим домой. Дин тоже очень устал досмотры проходить, да, зайчик? Ой, очень устал. Размещайте ручную кладь под сиденьем впереди стоящего кресла или на свободной багажной полке. Ну все, мы в Ростове. Осталось совсем чуть-чуть погулять с Дином и найти нашу машину. Я забронировал кошеринг. Поедем домой сами на кошеринге. А вот она, наша машина. Зовет нас к себе. Какой у меня второй пилот. С таким точно не заблудимся. Поехали. Мама, ты где была, скажи? Меня вообще-то резали, скажи. Ну скажи, честно говоря, папа после операции был рад видеть больше. Ну, походу. Давай, раздевайся. Иди ко мне. Ты моя любовь. Нет, ты папин. Папин. Вот так вот.